Похоже это на обзор апартаментов? А так? Всем привет! Ну что, как вы уже поняли, наверное, сегодня выпуск будет про комплекс Sassaro, он у меня за спиной, и он будет несколько необычным. То есть, если раньше мы снимали обзоры, это залетели с камерами, прочитали предварительно, что в нем находится и про что нам нужно рассказать, залетели, сняли, вышли. Тут у нас был другой опыт. Мы сюда приехали с семьей на 2 дня, даже на 3 дня, 2 ночи. Провели здесь прекрасное время, и в этом выпуске расскажем и как раз таки покажем из личного опыта, да, то есть то, что мы заметили по итогам вот этих 3 дней. Потому что одно дело как бы снимать первые свои эмоции, а вот другое дело уже снять, так скажем, исходя из опыта, который получен. Поэтому не томлю, погнали смотреть. Мы начали со входа в комплекс, покажу вам локацию и все, что тут вокруг находится. Всем, наверное, известный вот этот вот уже, ну, не старенький, но не очень новый комплекс Pin-Ployen. Вот рядом с ним и построен этот вот элитный комплекс Sassaro. Про элитность я отдельно расскажу, у меня несколько есть к этому замечаний. Ну а сейчас про локацию, то, что видите вокруг. Tops Deli, здесь Sale Office со своей кофейней, Mini Big C, 7-Eleven, множество всяких ресторанов. Кстати, мы один для себя прям открыли, как раз таки проживая здесь, о нем тоже отдельно расскажем. Вот там куча массажек, еще до кофейни, в ту сторону пляж Такиап и пристань, и, собственно, гора Такиап одноименная. В общем, локация на самом деле очень хорошая. Мне нравится, когда вот нету такого оживленного движения, и не только мне нравится, многим это нравится, что нету какого-то оживленного движения, при этом ты живешь, ну, собственно, недалеко от всей инфраструктуры всевозможной. Концепция комплекса – это важный параметр. Его важно учитывать и при покупке, и, соответственно, свои ожидания строить, исходя из этого. Потому что нам нередко приходилось встречать, что клиенты, допустим, приезжающие в комплекс Сансук, удивлялись, почему же там такие злобные охранники, на детей у них пшикают, брызгаться, кричать не разрешают, и как-то вообще там все несправедливо. Сдают, берут деньги и так далее. Так вот, загвоздка-то в том, что кондоминиумы строятся под продажу. То есть там у каждых апартаментов есть свой собственник. И, собственно, из этого исходит основная особенность, да, что сам по себе кондоминиум ничего вам не должен. То есть он может быть еще должен там собственникам, да, и с ним, именно с собственниками и согласовываются все условия, которые будут, собственно, на территории этого кондо. Да, вот насколько там будет охрана следить за тем же шумом, порядком и всем остальным. Так вот, если в Сансуке изначально и продавалась такая концепция, что там будет тихо, спокойно, то есть вот без визга детей и всего остального, то так там и получилось. И за этим именно следит управляющая компания и, собственно, отстаивает интересы собственников, которые приобрели там апартаменты. То есть то, что туда приезжают люди и арендуют там апартаменты, это уже, ну, не сказать, что их вопрос. Потому что именно управляющая компания об этом не заботится. Она заботится о том, чтобы поддерживать соответствие этой концепции, которая продана еще изначально перед покупкой. Поэтому не стоит ничему удивляться. Почему я такую долгую подводку веду? Чтобы вы понимали, что когда я сегодня буду говорить о концепции, она вот как раз-таки облечена в ту форму, когда важно именно уют, тишина и красота. Поэтому все плюсы из этого вытекающие и все нюансы, так скажем, они будут как раз-таки подчинены вот сохранению этой концептуальной особенности.
Поэтому поехали смотреть. Вот пришли мы по этой дорожке, собственно, ко входу и въезду в сам комплекс. И тут пока еще архитектуру пока рано оценивать, но в целом видите, что детальки все на месте. То есть тут нет каких-то случайных элементов, какой-то некрасивой мусорки на первом плане и прочее. То есть тут следят, что концепция должна быть взгляду быть приятной. Представьте себе парковку в любом, даже не самом дешевом комплексе. Это чаще всего будет просто бетонная коробка, и от нее больше не требуется. Тут, как видите, даже к парковке подход такой основательный. Ну, то есть она и вот здесь вот под крышей, и вот тут она газончик еще пускает, чтобы это не просто был асфальт, да, закатанный из единого зеленого участка. То тут, как бы, видите, это смотрится как газон одновременно, и в то же время это парковочное место. Обращаю, опять же, на всякие детали внимание, чтобы складывалась вот общая картина, и что вот эта вот концепция не дешевого комплекса, дорогого комплекса, откровенно говоря, да, по меркам Такиаба, района, где находится эта Кондо, но есть за что брать эти деньги, да, то есть это не дешевый комплекс, но со своими особенностями, которые вы оплачиваете, ну вот, покупая элитный комплекс. Здесь зарядки, как видите, для электромобилей. Тоже очень удобно, что под крышей расположены, получается, 4 зарядные станции, парковка для велосипедов. Опять же, вот обращайте внимание, все кондиционеры, они не висят просто так, они в какой-то клетке особенной, да, то есть, ну, все равно все эти мелочи и нюансы, как бы, делают общую картину. Ну, и я уже вам несколько показал вот эту архитектуру, да, самого комплекса. Тут видно, что тоже очень плотненько над этим работали, то есть вот заморочились же так вот с кирпичом, чтобы вот такую вот кладку делать, да. Честно говоря, это вызывает уважение, как минимум, да, то есть здесь не какие-то панельные стандарты, а это, в общем, приличный комплекс. Здесь управляющая компания, их офис, и, собственно, ресепшн, тут, где можно порешать вопросы, которые возникают и у жильцов, и у, собственно, арендаторов, да, если вдруг что-то возникает. А, здесь еще вот туалет есть красивенький. Вот, в общем, это подобие лобби, что, кстати, для комплексов тоже не очень свойственно, потому что обычно лобби это все-таки отельная история, а не кондоминиум. Вот, и опять же особенность, да, особенность, наверное, сегодня это будет слово нашего выпуска, когда я буду его 100 раз повторять. Вот эта вот дорожка, она как и с той, так и с другой стороны ведет вот к таким вот апартаментам, да, то есть это индивидуальный вход со своей такой вот придомовой даже территорией, если это так можно назвать, весьма скромной, конечно, территорией, но тем не менее обувь разместить, какие-то вещи тут хранить, очень даже удобно. И да, тут, кстати, тоже уже мой, вот, допустим, выход из спальни есть вот такой эвакуационный, если вдруг. Электронные замки, естественно, где из пароля можно зайти и с карточкой. Я коротко пробегусь по апартаментам. Кому будет интересно посмотреть, как они были тут вот красиво украшены, когда мы заезжали, в Инстаграм заходите, мы там в хайлайтсах в профиле Проху-Ахин сохранили обзор этих апартаментов. Сейчас так просто пробегусь. Мы тут вот, собственно, 2 дня и провели. 2 ночи, точнее, спали. Тут ели, тут телевизор смотрели. Вот, отсюда выбегали в бассейн. И тут спали. Привет, Александра. И вот такая вот еще особенность была. Я, честно говоря, оценил очень поваляться в такой ванне. Вот эта подставочка, туда ноутбук и видео на YouTube. Так что апартаменты, как видите, я их отдельно вот останавливаться не буду. Тут материалы, дизайн и всякие такие
умные слова на своем месте, да, то есть тут все очень хорошо и по материалам, и по другим составляющим. И вот, собственно, выход из наших апартаментов к бассейну. Он тут вот просто утопает в зелени, и вот тут можно, наверное, уже поводить камерой по фасадам, чтобы вы оценили именно архитектуру здания, да. Я не сказать, что там большой специалист в этом или эстет какой-то великий, но мне кажется, что тут заморочились. То есть тут и вот эти вот под дерево имитация, и эркеры, и вот кирпич вот этот они декоративный встроили. В общем, честно говоря, архитектура очень даже. Ну и все остальное, дизайн в целом пространства, как видите, да, то есть все на своих местах, там, где много должно быть зелени, там ее много. Тут просто типа ручейка, как его назвать, не знаю, но в общем глубины здесь нет, это просто по воде пройти. А вот отсюда уже начинается бассейн, и там за ним еще один, и еще один на пляже, все это сейчас я вам покажу. Но на что я хотел обратить внимание, мы выходили на вот этот наш балкон, и проводили здесь время. Нас поразило как раз-таки, вот особенно вечернее, ну просто такая тишина. Вот только ветерок, какие-то цикады и, в общем, ни единого человеческого звука. Это, конечно, еще в том числе и потому, что здесь не очень, в принципе, заселен он. Те, кто покупает здесь сами, как вот к себе на дачу, готовы приезжать, и, соответственно, им там доход от аренды не очень интересен. Таким скорее важен именно свой личный комфорт. Поэтому вот, еще раз, все работает на эту концепцию. И, соответственно, народу здесь немного, и от этого очень так тихо во всем комплексе. Даже когда он на самом деле будет заселен по максимуму. Все равно. Да, то есть это не какой-то муравейник, где много-много квартир, потому что нужно максимально площадь использовать, так скажем. Поэтому здесь концепция иная. Здесь большие апартаменты, здесь немного, в принципе, юнитов, поэтому тишина здесь такая, прям вот умиротворяющая. Поэтому кому вот именно такая концепция близка, вариант для вас. Кстати, очередная особенность. Вот если вы обратили внимание, я вот здесь зашел и отсюда же вышел, потому что там между корпусами пройти можно, конечно, но это перепрыгивая через бассейны. Это значит, что в любом случае ноги придется замочить, а я вот, например, в кроссовках, я там пройти не смогу. Так вот, это тоже сделано специально, чтобы, собственно, и не ходил там никто. Чтобы это можно было выйти, искупаться и зайти обратно в свои апартаменты. То есть это более такие приватные бассейны между двумя корпусами, которыми могут пользоваться, по сути, ну, привилегированно могут пользоваться те, у кого есть выход к этим бассейнам. А все остальные должны пользоваться вот, собственно, этой всей территорией. Да? Но это и логично, и, собственно, не стали делать таких жестких разграничений, ставить какие-то заборы для вот этих апартаментов. Нет, вы можете прийти там и искупаться. Ну, зачем? Если есть вот эта вся красота, и все сюда стремятся прийти, и как бы вот занимают места здесь. Но это сейчас отдельно посмотрим. А тут, как вы видите, в общем, прохода сквозного нет. То есть сделано как раз-таки для того, чтобы вот здесь вот тишина больше всего и поддерживалась. Поэтому и на разные стороны выведены эти дорожки, по которым можно прийти в подъезд или вот к своим апартаментам прямиком. Вот, в общем, это концептуальная особенность, и это тоже нужно учитывать. Это дорогого стоит. Теперь, значит, обозреваем общее пространство. Оно состоит из нескольких бассейнов, они разделены, они каждый с джакузи, вот с режимом джакузи. И здесь есть несколько, вот первый, и еще вот за моей спиной там Beach Club, здесь Pool Club называется. Пойдемте посмотрим каждый из них. Да, вот эта вот еще штука почему-то сегодня не работает. Вообще она
источает воду и называется фонтаном. И здесь вот перед ним, соответственно, такой вот небольшой лягушатник, который, ну, собственно, тем, кто любит брызги, завуалированно я назвал так детей. Вот, собственно, для них это и площадка с неглубоким бассейном и брызги вокруг. Ну, почему-то сегодня не работает. Там, как видите, пляж, но мы до него дойдем и отдельно посмотрим наличие, конечно, первой линии. Это дорогого стоит. О, здравствуйте. Сабади. А что ты свет не включил? Ладно, в общем, это общее то самое пространство, которое можно по своему усмотрению и по назначению использовать. То есть собраться, посидеть, поиграть, убежать там от семьи, да, как Митя сделал. И, собственно, что тут еще? Ну вот тут я. Туалет там. Туалет и спортзал. Небольшой. Всего тут 2 дорожки, 1 велосипед, 1 многофункциональный тренажер. Здесь, в общем, многофункциональный, тоже это для ног, и зона со свободными весами. В целом, для такого небольшого спортзала все, что нужно, есть. Да, то есть тут больше в такое пространство не поместится. Но вот о чем хотел сказать Митя, что не количество, а качество, да, в данном случае. Да, то есть это очень... Да, что тут? Тут можно посмотреть. CarPlay, что ли? Прикольно. Можно всё посмотреть. Да, да, да. Это вот возвращаясь к вопросу о концепции. Все классно, дорого. Да, ну прям вот классно. Кто знает вот этот вот достаточно известный и популярный и хороший бренд, в общем, по производству этих всяких тренажеров. Ну пойдем уж, Мить со мной, раз оказался, будем показывать, что там еще есть. Ну красота, да, вот я зафиксируюсь на этом кадре. Вот так вот крутятся вентиляторы. Вокруг тишина и покой. Никакой сын не бубнит тебе на ухо. Где еще? Вот он. Ты что тут делаешь? А? Ну пойдемте покажем, что еще есть. Давайте тогда, собственно, с этого угла и начнем. Есть вот такие вот вообще костровые ямы, я бы сказал, да? Ну, навряд ли тут разрешат костры жечь. Ну, собраться, может быть, какую-то керосиновую лампу там зажечь для антуража. И посидеть там можно. Как я и говорил, до пляжа еще дойдем и покажем его отдельно. Но вот уже можете оценить, какие виды открываются прямо с вашей территории. Пойдем. Центральная лужайка. Вот такие вот сделали. Я так назвал бы их в балийском стиле. Вот эти вот, как они называют, балконы, по-моему, да? То есть вот несколько уровней газона, разделенные бортиком. Красиво. Смотрится красиво. Тут еще вечерами мы покажем, зажигаются огни, все это подсвечивается. В общем, на лужайке тоже лежаки, столы со стульями. Вот такие вот обзорные площадки. Тоже наверняка уже где-то попали в кадр. Как здесь тоже можно вечерами посидеть, поглазеть на море, на людей на пляже. Кто-то в волейбол играет, кто-то гуляет. Вот такое вот пространство красивое и такое умиротворяющее местечко. Тут мы с Максом играли в шахматы. И особенность вот это вот набор развлечений. Да,
обязательно safety first, как говорится. То есть здесь разного размера доски, каяки, байдарка и сап-доски. Все в хорошем состоянии, хотя комплекс уже, ну, наверное, год уже эксплуатируется, может, чуть поменьше, но все в порядке. Митя оценил. Эта красота называется Beach Club, да, по-моему, написано. Ну, не суть. Вы видите, что здесь. Здесь у нас бильярд. Тоже какой-то, ну, так скажем, не самый дешевый видно. И здесь есть... Как его называют? Настольный футбол. Кикер? Нет. Ну, в общем, вы поняли, увидели. Я не знаю, есть ли там какие-то ограничения, но в целом это pet-friendly кондо. Это тоже текущий тренд, но до этого никто об этом не заботился. И когда люди хотят переехать или приехать со своими животными, это иногда становится проблемой. Тут этот вопрос в целом решен. Первая линия – это вам не вторая линия. Это, ну, отдельное ощущение от жизни, что если ты можешь вот так вот из своего комплекса выйти, так вот в песочек ножки погрузить и никуда не ехать, не идти, просто вышел из кондо и ты на пляже. Это, конечно, отдельный кайф. Плюс, опять же, что это пляж Такиап, который вот целиком приливом почти никогда не скрывается. И здесь вот, собственно, вот эта вся пляжная инфраструктура с лежаками, кафешками и там всякими водными развлечениями, да, как видите, в изобилии. Это все здесь присутствует. Плюс сюда вот еще приходят, натягивают сетки, играют в пляжный волейбол. Здесь хорошего уровня ресторан со своим бич-клабом тоже. То есть здесь можно и на завтраки приходить, и на ужины. И это все вот, собственно, за калиткой от Сасары. И вот тут начинаются некоторые нюансы, которые я, честно говоря, не понял. Хорошо, вот прийти тут с ногами в песке и обмыть их здесь, ну, хорошая идея, стандартная, все здорово. Но заходишь ты на территорию, смотришь во все стороны и не понимаешь, а где душ-то? Обычная, тоже привычная инфраструктура, что при входе с пляжа обязательно нужно поставить душ. Где душ? Нету душа. Я долго искал его глазами, потом спросил охранника, он говорит, вон, там, за тем зданием. Я говорю, прикольно. Я еще детям на этом примере объяснял, не знаю, пословица это или такая шутка, когда баня, а через дорогу раздевалка. Дети не понимали, а в чем шутка-то? Ну, шутка в том, что, ну, зачем вот там душ, если душ должен быть где-то тут. И это очень логично. Поэтому вот это мне осталось непонятно. Если вас заинтересовал комплекс вот со всеми этими прелестями, которые я вам показал, и со всеми теми нюансами, про которые я сегодня говорил, да, напоминаю, что нужно понимать, что за концепция комплекса и как к ней относиться. Спросите меня, инвестиционное ли это предложение? Скорее всего, есть варианты и получше.
но при этом это очень классный актив на первой береговой линии, который точно подорожает через какое-то время, пока сложно сказать через какое, но когда-то же закончатся свободные участки на первой линии, там уже будет полная застройка, и это будет, условно говоря, центром большого района. И, так скажем, недвижимость здесь будет стоить соответствующе. Но не ждать от этого какого-то быстрого возврата инвестиций и не рассчитывать, что можно ее сейчас купить и через год выгодно продать. Нет, такие активы нужно купить и поддержать. Дальше я, наверное, вам уже закадрово запишу некоторые характеристики по комплексу, которые вот на память просто не стал запоминать. Это такой короткий будет блок. Я просто увидел эту особенность, что вот это вот занудный рассказ о каких-то характеристиках комплекса, честно говоря, не вызывает какого-то большого интереса у наших клиентов. А тут захотелось поделиться именно опытом и ощущениями. Вот, надеюсь, это было полезно для вас и даже более полезно, чем другой формат таких видео. Короче, я добавлю сейчас блок с цифрами. Посмотрите, кого интересует, сколько стоят тут апартаменты, какие варианты остались. Я дозапишу этот блок отдельно закадровым голосом. Ну и будем заканчивать. Я не буду вам традиционную прощалку говорить в конце, я вам скажу ее сейчас, а потом будет блок с точными цифрами. Не забывайте подписываться, писать комментарии, задавать вопросы, ставить колокольчики. В общем, все вот эти ютубовские ритуалы, они важны и нам, и ютубу. Потому что он что-то нас в последнее время стал показывать не очень хорошо. Не очень много просмотров набирает наше видео. Поэтому я надеюсь, что ваша активность под этим роликом, если вам понравился, переломит эту ситуацию. Спасибо вам большое, что смотрите. Теперь к цифрам. В Сасаре всего 110 квартир, и 2/3 уже купили. На июль в продаже от застройщика осталось 35 юнитов. С одной спальней 9 вариантов от 37 до 43 квадратов. По прайсу они начинаются от 7 миллионов 200 тысяч бат. Но прямо сейчас застройщик дает скидку 15%, и реальный вход получается от 6 миллионов 100 тысяч. С двумя спальнями выбор самый широкий – 23 юнита. От 74 до 90 квадратов. Со скидкой от 11 миллионов 700 тысяч до 16 миллионов 300 тысяч. Есть первые этажи с выходом в сад. И верхние с видом на море или горы. И осталось всего 3 квартиры с 3 спальнями, по 155 квадратов, в корпусах прямо у пляжа. Со скидкой от 48 миллионов бат. Все квартиры сдаются готовыми. Встроенная кухня, санузел с ванной, скрытые кондиционеры. Иностранцу полноценный фрихолд. Сделка простая. Бронь 50 тысяч бат за односпальный юнит, 100 за двухспальный, 200 за трехспальный. Через 2 недели 10% по договору, остальные 90% при регистрации собственности. Дом построен, поэтому между бронью и ключами проходит около месяца. Из расходов дальше. Обслуживание 80 бат за квадрат в месяц. И разовый взнос в фонд дома 500 бат за квадрат. Если хотите пройтись по конкретному юниту вживую, напишите нам, организуем показ. Пока выбор еще есть.